Друзья, с вами Инвестицин, и сегодня мы поговорим о компании Micron. Недавно эта компания очень сильно упала из-за негативных прогнозов Morgan Stanley, и на сегодняшний день она представляет неподдельный интерес для инвесторов, тем более, что компания оценивается очень дешево. Сегодня мы попытаемся разобрать ее финансовое положение и оценить ее перспективы и риски, ну и, соответственно, принять решение, стоит ли в нее инвестировать или нет. Итак, начнем. Компания Micron это, как мы знаем, крупнейший производитель чипов памяти, а конкретно DRAM и RAMs, то есть это та память, на которой хранятся ваши данные, грубо говоря, жесткий диск компьютера. И компания относится к циклическому сектору, то есть ее акции, они зависят от цены на товар, который она производит. И, соответственно, если цены растут, то и растут финансовые потоки компании, ее прибыль, выручка. Если цены падают, то ее показатели снижаются. Итак, давайте посмотрим же на ее фундаментальное состояние. Начнем мы с анализа финансовых потоков, как это всегда нужно делать, если мы анализируем крупный бизнес. Итак, в целом видим, что у компании нет устойчивого роста, однако последние 3 года наблюдался даунтренд, то есть у компании снижалась и выручка, и прибыль, но в 2021 году, с 2020 года наметился рост, и если мы перейдем в поквартальный график, то видно, что в первом квартале 2021 года компания показала очень мощный рост, и планирует компания развиваться быстро, то есть компания ожидает роста финансовых показателей, именно поэтому мы ее и разбираем. Итак, давайте посмотрим на состояние ее активов, так как в конечном итоге активы генерируют прибыль и выручку. В принципе, по активам все очень неплохо, то есть капитал компании растет, активы растут существенно быстрее обязательств, то есть это говорит нам о том, что компания инвестировала много денег. Давайте посмотрим ее инвестиции. Действительно, она инвестировала вот последние годы достаточно много. Вот 15-16 год инвестировала она, собственно, в увеличение капитала. И это приведет к тому, что у нее вырастут финансовые показатели в совокупности с тем, что ожидается рост этого рынка. Ну, посмотрим же на мультипликаторы. По мультипликаторам тут все шикарно, то есть компания сейчас оценивается в 19 годовых прибылей, это существенно ниже сектора. Тот же AMD, например, распиаренный, он имеет этот показатель в районе 37, а форвардный PE тут вообще смешной 6,5. То есть, если те высокие ожидания, и цели, которые компания ставит, они выполнятся, то мы получим рост котировок, ну, как минимум в 2 раза, потому что 6,5 PE это очень-очень низкий PE. По P на B тут тоже все весьма неплохо. Конечно, если мы посмотрим исторически этот мультипликатор, то он там чуть поменьше был, где-то 1,5, но здесь это нам не особо важно. Гораздо важнее смотреть на мультипликатор PEG, то есть это тот же P на E, только он учитывает еще и будущие финансовые потоки. И хорошо, когда он меньше единицы, то есть компания недооценена. Тут он меньше единицы. Из чего мы делаем вывод, что по мультипликаторам стоимости компания, Guru Focus ее оценил в 4 из 10, я бы ее оценил где-то в 9 из 10, потому что все мультипликаторы на очень хороших уровнях. Посмотрим по финансовой устойчивости, да, то есть cash to debt тут 1,16, все тут очень хорошо, стабильно компания не наращивает долг, значит, покрытие идет прибылью долга 27, коэффициент покрытия, то есть обслуживать компании долг легко. Коэффициент риска банкротства Альтман и Петровский, находятся тоже в зеленой зоне. Это говорит о том, что компания надежная с точки зрения риска банкротства. И очень важный показатель, который говорит о том, насколько эффективно компания инвестирует, это ROIC и WACC. То есть у нас здесь компании обходится обслуживание ее капитала в 9%, а приносит капитал прибыли на 11%. Соответственно, вот это значение должно быть больше, чем значение в оранжевой колоночке.
Значит, здесь мы разобрались, что в принципе по финансовой устойчивости компания очень устойчива, никаких проблем с долгами нет, то есть повышение ключевой ставки на ее состоянии по обслуживанию долга на ней не скажется. Посмотрим темпы роста выручки, прибыли. Темпы роста, конечно, плачевные по прибыли, потому что прибыль снижалась, это понятно, связано с падением цен затяжным. По EBITDA, соответственно, то же самое, но выручка тут в среднем подрастала, хотя, ну, понятно, что ничего хорошего у компании не было последние 3 года. Радует, что у компании высокая валовая операционная маржа, то есть 16 и 19% это весьма неплохо для данного сектора. Вот, то есть в индустрии это в среднем порядка 10, вот, даже 8,5, поэтому такие коэффициенты говорят о том, что у нас есть запас прочности у компании. Смотрим, что там у нас по инсайдерам, то есть продают или покупают компанию ее владельцы. И, как видим, владельцы компании, то есть аффилированные лица, директора, различные работники, они постоянно продают. То есть компания не принято покупать ее акции. Что касается покупок гуру рынка, то есть гуру рынка это выдающиеся инвесторы, там Уоррен Баффет, Джордж Сорос, то тут особых покупок не наблюдается, но и продаж тоже. Возможно, когда данные обновятся, кто-то в нее дозашел. Итак, посмотрим аналитику будущих финансовых потоков. Итак, у нас тут прогнозируется очень хороший рост выручки. Рост выручки на 70%. Но самое главное для нас, как инвесторов, это прибыль на акцию, EPS. И тут просто ошеломляющие какие-то прогнозы, то есть в 2022 году прогнозируется $11 на акцию, а $11 на акцию у нас тогда PE будет 71 делить на 11. То есть PE у нас 6,45 так и будет. Соответственно, и прогнозируется также в 2023 году $17,6 на акцию. Ну, там, соответственно, уже PE будет около 4,5. Но, конечно, если вот эти прогнозы сбудутся и действительно рынок чипов памяти будет так расти, то у компании есть потенциал роста вплоть, я думаю, до $200. Вот. Значит, посмотрим компанию в динамике по сравнению с ее конкурентами. Сейчас прогрузятся таблички. Ну, как видим, AMD, так, возьмем период, чтобы не 10 лет, а 5 лет. Более для нас важно. AMD тут в лидерах, безусловно, но Micron показал слабую динамику именно из-за падения в 2018 году, затяжной коррекции. После того, как мы проанализировали основные финансовые показатели Микрона, нужно сравнить его с конкурентами. И для этого мы откроем вот эту табличку. Значит, сравнивать будем по 3 ключевым показателям. Это финансовая устойчивость, прибыльность и оценка по мультипликаторам. Итак, начнем с финансовой устойчивости. Как видим, компания Micron, она наименее закредитованная из всех. То есть у нее существенно ниже долги, чем у той же Corvo, Skyworth, то есть опережают только AMD и Maxim Integrated. Но это небольшая достаточно компания. Вот, то есть соотношение денег к активам тут тоже весьма неплохое. Поэтому по финансовой устойчивости, в принципе, компания очень на фоне конкурентов выглядит неплохо. Значит, что касается прибыльности, операционная маржа у компании высокая, рентабельность активов, рентабельность капитала тоже на достойном уровне находится. Значит, понятно, что по темпам роста она значительно отстает от конкурентов, аналогов. Ну, по мультипликаторам стоимости, безусловно, Micron у нас лидирует. То есть тут даже говорить не о чем. Какой-нибудь AMD с его 36, да, или микрочип, там где вообще 103 заоблачные мультипликаторы, тут сравнивать глупо. Поэтому почему такой низкий P/E? Потому что достаточно рисковый сам рынок, то есть это практически как цены на нефть, то есть очень сильная зависимость от цены на чипы памяти.
и нет такого стопроцентного доверия к прогнозам от руководства компании, потому что обычно наиболее достоверные прогнозы это те, которые дает сама компания. Но вот Микрону не верят, потому что если бы Микрону верили, у нас бы не была такая низкая оценка. То есть рынок и аналитики от компании Morgan Stanley, Инвестбанка, они считают, что для Микрона сейчас не очень хорошее время наступило. Вот, значит, аналитики понизили целевую цену со 105 до 75 долларов, ну вот, и, соответственно, сказали, что цены будут снижаться, что мы уже находимся в конце этого цикла, но, в принципе, доля истины в этом есть, так как многие люди уже не будут приобретать в таком количестве электронную технику, и, соответственно, плюс хранение данных сейчас все-таки переходит в другие формы. И возможно, что те темпы роста, которые закладывало руководство компании, они будут несколько пониже. Но посмотрим, что думают вообще аналитики с Уолл-стрит. Зайдем в рейтинги. Аналитики с Уолл-стрит по-прежнему настроены 20 аналитиков very bullish, то есть строгая покупка, 6 аналитиков покупка, 7 на удержание. И таргет средний ставит 112, от 112 до 140 долларов. Я же считаю, что на текущий момент справедливая цена Микрона находится в районе 105 долларов. Вот я отметил синей палочкой, то есть 105-107 долларов это справедливая цена, исходя из его как бы ожиданий, из прогнозов самого руководства, из предыдущих, соответственно, достижений компании. Я думаю, что эта цена была бы для него адекватна. Текущую цену считаю крайне привлекательной для покупки. Вот обозначил уровень зеленым цветом, это сильный уровень, при пробитии которого у нас интересная зона покупки открывается. Уровень мы этот прошли, поэтому сейчас я считаю, что у нас может быть очень хороший рост, соответственно, ну, может еще тут поболтается какое-то время, да, а потом, соответственно, может пойти рост. Вот. Я думаю, что это случится уже в сентябре, так как вот где-то вот тут вот у нас намечается отчетик. Вот, поэтому если на отчете там все будет хорошо, то, скорее всего, компания прямо отсюда может рвануть. Но может еще попадать немножко, потому что часто бывает такое, что хороший отчет, а компания падает. Но все равно, так или иначе, она к этой своей справедливой цене придет. Именно поэтому я в свой портфель добавил эту компанию. Сегодня купил ее за 5200 рублей. Я на московской бирже ее купил. Вот она у меня в портфеле есть, Микрон на 46-й строчке, поэтому вот так вот. Ну что, друзья, пишите, что вы думаете по поводу данной компании. Если вы хотите самостоятельно проанализировать компанию, то заходите в мой телеграм, там я скину файлик с полной аналитикой по компании, со всеми мультипликаторами, с тем, как они исторически изменялись, сравнение с конкурентами, ну, в общем, всю ту информацию, которую по Микрону необходимо знать. Ну, а я же с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, всего доброго, до свидания.